Утро в роскошном доме на побережье Калифорнии началось с крика, который разорвал тишину, как треск стекла. Маркус Донован, предприниматель из Сан-Франциско, в тот момент находился в своем кабинете и обсуждал инвестиции с партнерами из Сингапура. Но звук был настолько пронзительным, что он сразу понял – случилось что-то ужасное. Маркус бросился вниз по лестнице, босыми ногами скользя по холодному мрамору. Источник крика был у бассейна. Там он увидел свою невесту Камилу Эрнандес, стоявшую на самом краю воды. В ее руках был младенец, завернутый в голубое одеяло. Ребенок тихо, изможденно плакал. Камила держала его не как живого человека, а как предмет, будто взвешивая решение. Неподалеку стояла 9-летняя дочь Маркуса, Софи. Она была в пижаме, босиком, с лицом, застывшим от ужаса. Именно она первой поняла, что происходит. Маркус мгновенно осознал. Это не несчастный случай и не истерика. Это было хладнокровно рассчитанное действие. Камила, фармацевт и волонтер детской клиники, женщина с безупречной репутацией, оказалась совсем не тем, кем казалась. Младенец, которого она представляла как родственника, не имел ни документов, ни имени. Он был частью нелегальной схемы по торговле органами. Камила работала не одна и была уверена, что ее положение, связи и заранее подготовленная версия событий защитят ее от любых обвинений. Маркус попытался приблизиться, но ситуация вышла из-под контроля. Он бросился вперед в момент, когда Камила потеряла равновесие, и оба упали в воду. В ледяной глубине началась борьба. Маркус, не думая о себе, сумел вырвать ребенка и вынести его на поверхность. Младенец выжил. Однако опасность не закончилась. Люди Камилы уже были в пути. Все могло закончиться трагически, если бы не Софи. Девочка, незаметно для взрослых, включила прямую трансляцию на телефоне. Камера зафиксировала признание, угрозы и происходящее у бассейна. Сотни, затем тысячи зрителей стали свидетелями преступления в реальном времени. Когда прибыли неизвестные мужчины, они поняли, что все вышло из-под контроля. Появились сирены. Камила осталась одна, разоблаченная, арестованная, лишенная власти и защиты. Следствие выявило целую сеть. Несколько детей были спасены. Младенец получил имя и новую семью. Маркус продал дом, ушел из бизнеса и полностью изменил свою жизнь. Он понял, что почти потерял самое главное – свою дочь. Спустя месяцы он сидел с Софи в обычном городском парке Лос-Анджелеса, наблюдая, как она смеется и играет. Без охраны, без телефонов, без сделок и графиков. Он, наконец, был рядом. Иногда настоящая трансформация – это не громкие победы, а простой выбор остаться. Быть здесь, быть с теми, кого любишь, пока еще не поздно.